Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале WarTUI. Я сегодня хочу поэкспериментировать, но не знаю, как у меня получится с этим или не получится, но на самом деле бы хотелось. Спектра здесь есть, но спектру я экспериментировать не буду, я очень разочарован нежитью, поэтому без спектры, наверное. Хотя, если будет сильно идти, то, скорее всего, через нежить сыграю. Ну, короче, если будет от того, как будет приходить, но на самом деле я хотел бы попробовать несколько экспериментов. Первый эксперимент звучит так. Первое. Я хочу сделать панду в троечку шамана через богов, либо чернокнижников, либо же через ведьмаков. Кто не знает, шаман тройка, она делает 3 кирпича с физическим уроном и стан 2,5 секунды. А под богами это будет 1,6 там, КД или, по-моему, 1,4 КД. Но, короче, минимальная КД и вечный стан. Опа, сюда. Сюда. Такое мне нравится. На самом деле я бы и вторую панду купил, в двойку она как хорошо себя показывает. Но я возьму ничего. Вот. 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 Так, сюда дай. Вот, отлично. Надеюсь, придет. И я бы хотел не кунг-фу сделать. Кунг-фу, как бы уже все видели, я показывал, и кунг-фу под богами это вообще что-то нечто вообще невообразимое. Поэтому хочется показать контент на шамане троечки. Просто разнообразить игру. Даже если я займу топ-3, топ-2. Как-то так. Второй эксперимент. Я хочу сделать Керилину. И сделать ее через волшебников. Сюда. Сейчас, секундочку, все сделаем. Так, когда предметы. Вот. Сделать Кириллину через волшебников. Будет 9 магов, но сделать ее не магом, а сделать именно физическим керри. Это будет очень сильно, как по мне. Я более чем уверен, что будут разваливать, будь здоров. И третий эксперимент — это сделать панду-убийцу в тройку и показать, насколько она вообще может в этой игре что-то сделать. Это как бы третий эксперимент. Но так я буду смотреть, что будет приходить, от этого отталкиваться. Как бы упарываться в сборке я не буду. Будет приходить что-то другое, значит будет приходить что-то другое. А еще у меня немножко хохолок на голове, поэтому, не обращайте внимания. Меня самого он бесит, уже пора подстричься, скоро я это сделаю. Наконец-то. Слава богу. Но пока так. Играю через лустрик, судя по всему. Судя по тому, что мне пришло. Возьму так вот уровень сразу. Я уверен, что я не выиграю раунд. Хотя, на самом деле, будь уверен в том, что я не выиграю раунд, это прямо, мягко сказать, такое себе. Ну, кстати, раз жрец пришел, то, в принципе, можно было бы и боги-жрецы показать. Было бы тоже неплохо. Ну и, в принципе, нежить можно было бы показать, но я бы показывал нежить через вот этого жреца. У него чистый урон, он довольно огромный урон. КД у него не особо огромное, но если хорошие шмотки придут, то, в принципе, будет вообще песня. Ну, короче, будем зависеть от того, что будет приходить. Но на самом деле хочется вот показать вам панду. Вот с пандой, я думаю, там вообще песня будет. Если что, черный меганий экран, это не у вас, это у меня. Потому что иногда запись слетает, а второй экран я еще не подключил, потому что выключался свет, и мне надо было там перестраивать. Ну, короче, не суть. Не суть. Вот. Надеюсь, получится. 5 уровень. Зачем? Не знаю, но... Кстати, Марси пришла. Я, наверное, все... Ладно, пусть будет Марси. Может быть, Марси как бы даст, там, не знаю, какой-то буст. Моральный хотя бы. Но Марси апать точно нет смысла. Севчука, боги. Пока непонятно, что здесь будет за билды. Вообще непонятно. Ну, кстати, у меня огромный шанс, что я смогу выиграть, а не на лустрике играть. Есть гриттер уже. Ну, там, скорее всего, будет гриттер. Гадалки не ходи, скорее всего, будет гриттер. Поэтому... Так, хорошо. Кунг-фу мы их разобрали, отлично. Я на самом деле чему я радуюсь? Марса возьму пока. Понятно, не придешься в жизни, получается, да? Через друидов, кстати, можно было бы сыграть. Друиды-боги. Через суммоны. Я давно такого не делал. Это, в принципе, тоже было бы прикольно. Друиды-боги плюс суммоны. Минимальная КД. Максимально много спама. Минусы, конечно, тоже огромные. Если не придет как надо, то будут у меня огромнейшие проблемы. Ну, короче, как-то так. Ну, надеемся на лучшее, как говорится. А так, ребят,
у меня огромная просьба к каждому из вас. Вот каждый, кто сейчас меня смотрит, я хочу попросить вас подписаться на мой канал, потому что много людей меня смотрят без подписки, а мне осталось всего лишь 80 человек для того, чтобы достичь 1000 подписчиков. И мне нужна от этого ваша помощь. А еще, ребят, кто не оставил свой лайк и комментарий под видосом, тоже его оставьте, потому что каждый лайк и комментарий, он продвигает мой ролик в рекомендации, в тренды, и у нас становится больше аудитория, больше меня человек увидит, и тем самым, скорее всего, подпишется. Как-то так. Еще у нас есть телеграм-канал, где я пишу по поводу своих стримов, по поводу игры в целом. И приход... ну, там я общаюсь с ребятами, потому что у нас есть чат комьюнити. Вот, и я немножко сбился. Я думаю, все заметили. Потому что мне пришла эгида, и я бы от нее не отказывался. Вот. Как-то так. Ну, как-то так. Вот, и к чему это все я говорю. Телеграм-канал есть, там информация по игре, информация о патчах, о обновлениях, там какая-то информация, которую я переписываю с технической поддержкой, и чат комьюнити. Ссылочка будет закреплена в комментариях, если что, у нас есть места еще в шахматах, поэтому кому интересно, могут к нам присоединяться. 5 монет, 7 раунд, все плохо. У меня должно быть уже больше монет, потому что я в плохом инкаме максимально. Чувак через снайпера богов уже играет. Ого. Отсосись от меня, пожалуйста, демон. Просто отсосись. Вот пойми вот это вот. Присосался вот это вот и начинает меня вот теребонькать сидеть. Тролль приходит. Но алхимика через троллей я, наверное, не смогу сделать. Мне может темпа не хватить. Звери, в принципе. Ну, звери, в принципе, нормально было бы тема. Тут есть, кстати, друид, через которого бы я мог сыграть на зверях. Панда вообще не приходит, обузить ее уже нет смысла. Когда уже 8 раунд, ребят, как бы по хп у меня более-менее нормально, но когда уже 8 раунд, я не могу их обузить, потому что панды просто нету, волшебников просто нету, ничего, короче, нету. Смысл обузить нулевой. Ну, имеем то, что имеем. Может, нежить получится собрать. Будет тоже прикольно, но нежить тоже сейчас пока не приходит. Сейчас я еще минус 10 получил. А, минус 9. Ну, все равно. О! Спасибо. Как же ты вовремя пришел. Очень вовремя. Дорогой мой сладкий. Ах, как я тебя люблю. Ты бы просто знал. А я не знаю, если я буду играть через этого шамана и через зверей. Давайте почитаем. Просто звери, они снижают уязвимость. А камни наносят физический урон, плюс оглушение. По идее, я могу реально сыграть через зверей. И ну, просто наслаждаться игрой, грубо говоря. Ладно, сейчас посмотрим. Но мне что-то кажется, что не получится. Да не кажется, а скорее всего не получится. Мне кажется, звери не снижают ничего. Вот рыцари на самом деле было бы неплохо. Или чистый урон. Чистый урон вообще было бы шик, наверное. Как по мне. Так, Марси ставим. Я ее поставлю таким вот образом, потому что я верю в Марси. Марси очень много урона нанесет. И, наверное, я все-таки тебя поставлю как нюк. Хотя, может, лучше поставить стенку. У меня двоих нет. Скорее всего, раунд я сейчас откисну. Этого по-любому я оставлю очень сильно перс. Кого поставить? Ну, Трента может. Я, наверное, Трента поставлю. Но как-то в него я поболее верю, что ли. Знаете, так повнушительный выглядит. Намного. 6 банок. Я надеюсь, хотя бы за 6 банок я себе восстановлю тонну хп. Так, давай, накинь. Все, накидывай. Хорошо, стан есть один. Мисы прям на том, на ком надо. Ты хп не регенишь, понял. Снизки. Камни, отлично. Хорошо. Чуть-чуть есть.
Нормально, нормально. Прям на тоненького играем. Играем прям просто на тоненького. Хорошо. Отлично. Все. Не зря трента поставил. Подхилил меня. Ух. Шторм Спирит. Спасибо. Ты мне не нужен. А Эгиду зачем я продал, непонятно. Блин, ну... Ладно, пока Шторм Спирит оставлю. Вот этот предмет возьму. Очень сильный предмет, если что, даже вот когда вы играете через Устрик, даже в особенности, когда играете через Устрик, очень сильный предмет, потому что когда вас бьют, он наносит 100 физического урона, и это прям очень хорошо. Не стоит, короче, этот предмет недооценивать, поэтому всегда берите его. Так, панда кунфу. Ну, где мои, ну, демоны, где мои вот все, вот, где все? У меня сейчас уже очень много по лицу пролетает. Кунфу панда. Я не хочу показывать вам обычное кунг-фу, вот честное слово, ну не хочется. Оно как бы пришло, да, оно есть. Можно было бы сыграть на кунг-фу. Есть гриттеры. Ну, гриттер, кстати, проблема. Но кунг-фу туда, может быть, реально поставить. Боже, в каком я замешательстве хожу постоянно. Да. Пока поставлю их, потому что мне пока ничего не приходит. 50 монет у меня уже есть. Но обузить, ну я реально хочу обузить не кунг-фу. Я, наверное, кунг-фу оставлю, но обузить буду не кунг-фу. Боже, я тролля продал и... А, не продал, фух. Мне только что на мгновение показалось о том, что я тролля продал. Я думаю, такой, боже, я продал тролля, что делать теперь? Но у меня, кстати, обузить уже не получится, наверное, панда. Скорее всего, придется вот сыграть по обычному боги кунг-фу. Боги, панда, кунг-фу, и все. Ну, ну, у меня волшебников просто нет. Обузить нечем. Может, наверное, на 7-м раунде я сейчас паролю немного. Вот сейчас после этого раунда я, наверное, немножко паролю все-таки. Так, эту штурм продам. Так, здесь играть будет через чернокнижников. Я, скорее всего, раунд выиграл. Да, я раунд выиграл. Да, прекрасно. Не имба кунг-фу ни разу. Даже вот когда вот только эта панда появляется, все сразу это не имба, это... Это жесть. Я не знаю, как по-другому это назвать. Надо паролить, не надо найти. У меня просто, ну, нету их. Вот, ребят, вот при вас сколько я сролил, и просто нету вот волшебников. А их нет. Ну, это, ребята, если что, игра, скорее всего, будет реально через кунг-фу, потому что... А что делать? А что делать? Мне не приходит. Больше тут нечего придумать, нереально не приходит то, что я хочу. Да. Ну, кстати, мне только что нормально так прилетело по лбу. Минус 10. Это кто? Это фул... Спасибо, СФ сразу пришел. Вот вы молодцы. И еще один пришел, чувак. Очень вовремя пришли, ребята. Бесспорно. Чтоб всегда вы так приходили. Очень вовремя. Кстати, надо было жреца другого поставить. Надо было ставить другого жреца. Кстати. Сейчас я могу уверенно тащить мобов, скорее всего. Так, 9 убийц через ТБ. Вот это вот опасно будет. Очень опасно.
Не, ну вот мета просто. Вот поверьте, сейчас бы я ставил такую вот комбинацию, и я более чем уверен, что я бы уже начал выигрывать полностью все и вся. Так где ж ты? Просто не понимаю. Ну вот смотрите, сейчас я просто оставляю такую вот комбинацию. Я даже ничего больше делать не буду. Вот просто оставляю такую комбинацию. И заметьте, что сейчас будет происходить. Армор не нужен. Двухстволка, спасибо. Гениальный предмет. Вот сейчас у меня будет такая комбинация: 41 хп, 9 банок. Давайте вот 41 хп, 9 банок юзаем. У меня сейчас где-то 60 хп будет. 68 хп. Гриттеры. Ну, короче, у меня есть проблема. Во-первых. Ну, кстати, Гриттер неплохо так останавливает, но у него в двойку просто персонажи. У меня в единицу были бы, у меня в двойку, у него были бы огромные проблемы. Просто мне не приходит вот волшебник один. Хоть ты, я не знаю, что делать. Спасибо. Пришел вовремя, как никогда. Ну, буду обузить. Что еще делать? Сейчас будем веселиться. Выставлять будем фигурки, будем веселиться, делать богов. Мне надо просто эту кунг-фу хотя бы в двойку найти сейчас сразу, и все, в принципе, игра удалась. А, ваншот. Не, какая-то не очень хорошая тема приходит, надо улучшение все-таки искать. Без улучшения у меня будет еще больше проблем. Надо хотя бы, чтобы в двойку пришел. Короче, проблема вот этот парень. Что-то эксперименты как-то так себе происходят пока что. Просто не очень вовремя приходят, очень поздно не приходят и очень тогда, когда не надо. Воин на первом месте. Странно, конечно. Удивлен. ХП у меня просто мизер. Так, тут меня вынесли. Беспощадно вынесли. Хотя бы змеек не плоди. Да. Надо хотя бы в двойку найти. И ставить чернокнижников, наверное. С чернокнижниками будет, конечно, полегче. Потом в богов просто переделаться, закинуть еще кого-то интересного. Хотя зачем? Можно не париться. Вот у меня 31 хп. У меня лютая... Короче, все люто. Очень люто у меня сейчас. Не нужно просто улучшение сейчас понаходить хорошее. Боже, как много получу сейчас. Так. В двойку у меня есть персонаж. Все, пока что я, наверное, на этом и остановлюсь. Потому что больше я не могу терпеть, как бы. Больше мне дадут по лицу. Очень быстро. Поэтому пока так. Богов буду доставлять и буду чернокнижников доставлять, чтобы был какой-никакой на отхил. Воины здесь не особо нужны. Кстати, можно было бы рыцарей докинуть. Было бы вообще забавно рыцарей докинуть.
Отхил какой-никакой будет. Хотя они не засейвят меня против убийц, скорее всего. Так, кристалл маны. Боже, как сильно пришло сейчас. Так, отлично. Сюда. Обезоружь сюда. Обезоружь нам надо. Так, кристалл маны я отдам тебе. И отдам тоже тебе вот эту палку. Хотя на самом деле эта палка вообще мне не нужна. Поэтому пока я с кем. Я даже переделать нормальные шмотки не могу. Сейчас так, 15% магического урона. Возьму. У меня тут есть 2 мага. Кстати, я, наверное, все-таки закину в СФ эту ману. Вот сейчас посмотрим, смогу ли я камбэкнуть такую ситуацию на не имбе. Я думаю, смогу. Есть у меня подозрение, что смогу. Конечно, ману высасывать не того, кого надо, чувак. Ну ладно. Можно было бы Эгиду скипнуть, но они очень много урона наносят. Что Эгида, что этот. Девять эльфов, 9 убийц. Шмотки, кстати, классные пришли у ТБшки. Возможно, из инкама придется немножко выйти. Что у меня есть такое подозрение. Чтобы выставить, наверное, 4 все-таки чернокнижника. 35% от хила как бы больше не нравится. Да, выйду из инкама, вот так вот сделаю сейчас. На такую вот сборку у меня больше надежд. Кстати, Геральт стырил трентов. Так, здесь эльфы, но эльфы для меня не какой-то, ну, не делают какую-то опасность. Зверя я вынес. Сейчас будем смотреть, смогу, не смогу. Но у меня есть шансы, я более чем уверен, что есть все шансы. Вот только если корни вот так вот не будут прокать, то шансы прям огромнейшие. Хотя у меня отхил есть. Я буду просто по лицу прыгать и все. Отлично. Все, одного вынес. Один пока. Мана мне нужна. Это скип. Я, наверное, 300 хп возьму. Лишним явно не будет. Так. Девять эльфов. Не, на самом деле у нас такая борьба лютая идет, но я более чем уверен, что, скорее всего, здесь вот ТБ огромнейший будет. Но я не понимаю пока, что он делает. Зачем он сделал 9 уровень сейчас? Он через кого-то другого хочет сыграть или как? Ну, он маску сделал себе на отхил. Ну, это не ошибка. Уж явно. У меня есть, знаете, такое подозрение, что я играю сейчас на таком вот, на вот таких вот качелях. Даже не подозрение, я более чем уверен, что я играю сейчас на таких вот качельках. Меня могут в любой момент просто с этих качелек скинуть. А можно мне... Нельзя, я понял. Мне нужен еще два чернокнижника мне надо. Но они не пришли. Ни один, ни второй. Вау. Ведьмак-зверь. Ни капли не необычно. Угу. Свен. Свен, кстати, может порвать мне лицо. Еще здесь есть чувак на Марсе, который имеет минус от хил тут. Мне бы на самом деле, если бы эта шмотка упала, было бы вообще найс. Вот эта вот шмотка, это она идеальна, если что. Потому что когда она встраивается в хитреца, то хитрец по всем накидывает свой дебаф минус от хила и замедление скорости атаки. А как мы знаем, на Гриттера работает, если что, минус скорость атаки. Почему-то работает, вообще не должно. Вообще не должно. СФ приходит, но я СФ оставлю, я его в тройку соберу, оставлю, у меня есть хорошие предметы на него. Почему нет? Если можно, да. Еще два волшебника, давай два волшебника, два чернокнижника, надо, одного я удалю, на второго я уровня возьму. 40 монет выйду лучше сейчас. Так, Гриттер. Гизман
прервал. Значит, он сейчас к Гизману попадется, а не мне. Ну, эльф есть эльф. На самом деле, хотел я попасться против него. Ну ладно. Нет, так нет. Шансов выжить больше тогда у меня будет, когда попадусь против него. Надеюсь. А безоружка, конечно, прикольная тема, но на самом деле, если бы не Радик выпал, было бы намного приятнее. Но я просто сейчас ничего не могу разобрать на то, чтобы Радик попробует найти. Все предметы, они мне нужны. Как минимум, эгида, кстати, мне тоже нужна. Она со старта дает такой неплохой буст по урону. Барабан войны, отлично, кстати. На СФ накинуть, он сейчас будет массово мана всем давать. Шансов выжить становится чуть больше. Так, как по заказу. Мне нужно 40 монет, конечно. Так, эгида, сорянчик. Так, расстановка обязательно. Без расстановки будет все очень плохо. Расстановка нужна. Ни в коем случае никогда не забываем за расстановку. Шар бездны. Уклонение. Магический урон там есть, отлично. Магический урон мы сейчас задефаем. Вот таким вот образом. И все. Но на самом деле есть... Ну, я играю сейчас на максимально тоненького. На максимально тоненького. Поэтому у меня есть огромная опасность в плане того, что сейчас ко мне придет этот чувак и даст мне просто такого шалбана по лицу. СФ я, кстати, бы апнул. Как бы 400 урона, как с куста, почему нет? Тренд. Да, и двоек мне нужно. Обязательно нужен двоек. Так, оп-оп-оп, поехали. Оп-оп-оп-оп-оп, и зверь не помог, да? Ой, и зверь, и ведьмачок не помог тебе против этой имбы. Ну, бывает, бывает. Что ж, разочарован я тобой. Не смог ты имбу законтрить. Мы прям реально на тоненького играем, вот все. Даже не я один, а вот все играют на тоненького. Но у меня намного хуже ситуация. Во-первых, есть огромный гриттер с 2 хронами, который просто накроет мне лицо и вынесет. У меня панда 2-го уровня. Спасибо хотя бы, конечно, что не первого. Но для того, чтобы ее сделать не первого, я пожертвовал кучей хп. Гриттер огромный. Короче, для меня очень опасен это гриттер. Убийца, конечно, тоже, скорее всего. Я более чем уверен, что, скорее всего, и гриттер для меня... Ой, гриттер, убийца для меня опасен. Вот сейчас проверим. Отлечу я в новую игру или нет? А Безоруж, конечно, очень сильно его прям, ну, застопил. Хорош. Сюда. Так, Гизман, ты вылетишь или нет? Надеюсь, вылетишь. Давай, 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 покеда, покеда. Ну, не выиграл, не выиграл, не выиграл. Вылетай, пора. Отлично. Просто наколядовал. Кстати, а почему я не могу закинуть этот предмет в Марсе? На самом деле я уже могу некоторые предметы скипнуть и попробовать найти. Я скипну так. Спасибо. Спасибо. Это очень классный предмет мне пришел. Очень классный. Ну, теперь посмотрим, как он реализуется. Если Дум мне на лицо не упадет, то, в принципе, будет все хорошо. Хотя у Дума, я думаю, есть и другие приоритетные цели, например, Марси. Так, все, минус воин. Давай, покеда, давай, next. Пока-пока-пока. Пока. Вот это у нас битва. Вот это вот понимаю, а не детские шалости какие-то. Ух.
сюда, вместо змейки. Кстати, алхимика, наверное... А мне некуда даже тебя ставить, дорогой мой. Прости, конечно, но мне реально некуда тебя даже поставить. Вот просто некуда. Так, Гриттер. Проблема, Гриттер. Сейчас посмотрим, решу я эту проблему или решат меня. Не, решил проблему, это хорошо. Теперь мне только радики, все. И я уверен, что тут будет топ-1, если я найду радик. Нахожу радик, все, до свидания, топ-1. Это будет топ-1. Просто найти радик. Но катка вообще идеальна на самом деле. Ну, я там уже не показывал, что будет в конце, но я думаю, все и так поняли, что произошло. Просто найти радик. И все. Радик. Radiance. И все. И просто и все. Вот все. На самом деле можно, ну вот, не, ну, как бы, зеркало нужно. Можно сделать как-то так, чтобы она прыгала здесь, недалеко. 9 воинов для меня не проблема, проблема только Дум на лицо мне. Это первое. Все остальное, я думаю, для меня не будет проблемой. Нужен радик, и тогда вообще проблем не будет. И надо будет сейчас посмотреть, какая расстановка у Гриттера, чтобы правильно себя поставить. Боже, как мне нравятся вот эти острые наручи. Просто второго тира острые наручи, а импакт от них. Будь здоров. Отстань. Так, Кира, БКБ, МКБ. Хочется, наверное, БКБ. КП больше туда становится. Просто плотность. Я туда плотнее становлюсь. Ладно, тогда придется попрощаться с этими. О, боже. Все, скорее всего, это топ-1. Да, скорее всего, это сейчас будет топ-1. Так, какая у тебя там расстановка, дорогой мой? Здесь и Башер. Понял. Понял. Грубо, конечно. Ты грубый чувак. Просто в прямом эфире показываю, насколько это не имба. Смотрим. Шпунь. Особенно отражение, когда можно любой урон просто отразить. Ну, просто воины. Воины просто разрывались. Из патовой ситуации я сделал себе не патовую ситуацию. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну все, ну все. Что теперь сделать? Вот что он сейчас, вот что он ко мне вот может придумать сейчас сделать против меня? Вот. У меня на самом деле, я даже не знаю, у меня нет никаких там сомнений, то, что я сейчас проиграю. Имба есть имба. Хорошая игра, да, вот хорошая игра. Даже мана плюс 40, вот кому. Но я закинул вот сейчас банши. И вот просто не знаю. Не сломанная игра ни разу. Кунг-фу ни разу такую не вытаскивает. Вот просто показываю, как... Ничего тебе больше в этой игре не надо, кроме как кунг-фу. Все. Вот просто в прямом эфире показываю. Да, гриттеры мне сейчас хрону поставили на лицо. Окей, вторую хрону поставили. Но вспоминаем, что у меня есть предмет, который со стройной синергией кунг-фу идет. И я сейчас просто чувака буду одной пандой выносить. Или не буду. Хотя у меня... Ну, тут Башер, кстати, есть. Но, кстати, он сам себя убил. Нельзя смеяться. Просто... Не, отражение, конечно, крутая тема. А без рук, кстати, мне не нужен, он не работает. Но, тем не менее. Ну, кстати... Можно даже сделать... Вот так. Только тут так. Я сейчас просто сделаю расстановку немножко другую. И все, и делай, что хочешь, чувак. Как хочешь, что хочешь.
Как хочешь, кидай хрону свою. То, что у него башер есть, вот это вот для меня проблема, конечно. Но не прям, знаете, прям тотальная. Я, кстати, немножко прокололся. А не. Так, подхилил, у всех ПП немножко стырил. Так, бейте его, бейте, убивайте в него сами, молодцы. Да, давай, Марси, давай. Башер дал, окей, молодец. Сейчас мы тебя... Башер не сработал. Меня вынес. Ну все, он камбэкнул. Он камбэкнул, все. Ну, просто радика не хватает. Если я сейчас выживу, то я его радиком задушу. Если выживу. Нужен просто радик. Магический разор для меня вообще как бы не проблема. Башер вот проблема. Вот реально Башер проблема. Плюс Марси на самом деле в тройку она довольно-таки сильная. В гриттерах она очень неплохая. Так, что-то скинет. Так, ага. Спила жреца. Инспин. О, Марси бьет не того, кого надо, конечно, но пусть бьет. Я только за. Кстати, чем больше кунг-фу у меня выживает, тем больше у меня плюсов. Да не. Ну какая-то просто сломанная игра. Ну, вот в этом плане она просто реально очень сломанная. Тут у меня БКБ. Мне просто нужен радик. Падает радик. Все. Я даже сейчас, наверное, могу забрать против Разора его. Магический деф. Хотя на самом деле я хочу его оставить. И, наверное, я отдам его банш. Можно банш. Как-то так сделать еще сейчас. Расстановку. Везет ему просто, что у меня панда сейчас еще в двойку. Была бы она в тройку, просто забейте. Но это просто насколько это, ну, немножко сломано, да? Он еще маску себе нашел еще. У него там огромный отхил. Отхил у него просто там шикарный, я бы сказал бы. Так. Не работает. Все три предмета, они не работают против него. Ни башер, ни посох. Что будет работать? Battle Fury может. Кстати, Battle Fury. Ой-ой-ой. Не, ну это тоже хорошие предметы мне выпали. Я даже бы их не скипал. Но на самом деле я их должен скипнуть. Радик. Сейчас покажу в прямом эфире. Без смс и регистрации. Что сейчас будет. Вот что сейчас будет происходить. Энигме, 2. Я уже не успею выставить. Вот просто сейчас радик у меня есть. И просто смотрим, что сейчас будет происходить. Оу! Да, смотрим. Я в Next уехал. Щит отражения не сработал. 1 хп, у меня есть шанс затащить. 1 хп у меня есть. Шанс на камбэк есть. 100%. 100% триллионов. Я бы так это назвал. Тогда я хочу так. Сделаю вот так. И вот так. Если сейчас шот не прилетит... Ну, кстати, я бы, наверное, знаете, что сейчас сделал? Просто переиграл бы чувака. Отдал бы вот так. И просто сюда сейчас закину панду. Пуньк. Все, иди сюда. Сюда иди. У него, конечно, криты там, но это очень сильно. У него очень сильная Марс. Очень сильно. Во. Не, ну красиво, переиграл. Переиграл, но просто из какого дерьма я вытащил эту игру, просто играя на кунг-фу.
чуть-чуть не повезло, вот чуть-чуть. Просто отражение не вовремя сработало, а так все четко. Как-то так. Игра красивая, бесспорно. Всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, комментарии, а также подписываться на мои каналы. Ссылки находятся в описании. Всем удачи.